Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня у нас первый день весны, поэтому я предлагаю тебе порисовать вот такую мимозу акварелью. Ну что, начнем. Я развела для начала вот такие цвета: голубой, желтый и зеленый. У меня заготовлен формат 1/4 формата А4, и я начинаю рисовать. Я рисую небо вот таким голубым цветом. Я вверху заливаю вначале полностью плотно цвет, а затем вот так вот водичкой размываю. Немножко по краю оставлю. Сегодня мы рисуем без предварительного эскиза, сразу красочками. А вот в этом месте берем желтый, так как мимоза у нас желтая, весенний цветок, и рисуем желтое пятно. Чуть-чуть смешиваем его с голубым по краю. Вот так я размываю чистой водичкой край. Здесь добавлю голубого. Немножко сухой кисточкой растушую границу, получилась ярко выраженная. И снова добавлю желтого вот такими точечками. Возьму зеленый цвет и там, где у нас листва от мимозы, сделаю вот такое пятно. Вначале просто хаотично. Это у меня первый слой. Теперь я ему дам просохнуть как следует. Немножко вот здесь поправлю еще. Высушу. Я сушу феном для ускорения. Ты можешь также феном делать, но только обязательно с родителями. Добавлю еще брызги воды, просто из брызгалки, чтобы у меня немножко развелись пятна белые. Вот у меня просохло. Теперь я покрываю просто чистой водой и начну прорабатывать мимозу. Я взяла желтый, тот же, который у меня разведен, холодный. И вот такими пятнышками по мокрому сейчас буду добавлять насыщенность. Также я возьму теплый желтый. И вот так его буду добавлять. Так мы создаем объем. Здесь у меня краешек немножко сухой, но мне так и нужно, чтобы некоторые цветочки, пушистики эти у мимозы получились по сухому. Вот так я ставлю хаотичные точки теплым желтым. И также я буду добавлять коричневые пятна. Когда это все просохнет, эти коричневые пятна будут как эффект тени, который у нас находится глубже под цветками. Много коричневых пятен не делаем, делаем чуть-чуть. И также добавляем, мешаем желтое. Чуть-чуть выхожу я на голубой фон, на небо. Делаю отдельные цветочки. И вот такими вкраплениями вливаю немножко коричневого. Рисуем уже что-то наподобие листвы вот такими мазками. Немножко заходим в желтый, потому что у нас листва бывает и за мимозой там, а между цветами ее бывает видно. Еще добавляю насыщенности цвета. Акварель, повторяюсь, после высыхания бледнеет, поэтому я добавляю цвета. Теперь я вот этот второй слой, вот здесь еще добавлю коричневого. Добавлю немножко воды из брызгалки, для того, чтобы у меня были светлые пятна. Вот я дала просохнуть. Посмотри, что у меня получилось. Теперь я начинаю прорабатывать
по сухому отдельные элементы. Я рисую веточки, на которых крепятся у нас шарики цветочков. И вот таким образом коричневой краской, разведенной хорошо с водичкой, смешанной с желтым, ну по факту получается охра, но более темная, я прорисовываю веточки и нижнюю часть, ту, которая у нас в тени цветочка. Я не пририсовываю все цветочки, я делаю только намек на то, что у меня есть вот такие шарики. У нас уже создался такой объем за счет того, что мы сделали разные теплоты желтые и вкрапления коричневого. И у нас местами через всю эту массу цветов видны стебельки, на которых крепятся шарики. Вот так. И по всей этой массе желтого цвета будем местами рисовать веточки. Можно рисовать по фото, взять фотографию и смотреть, как примерно располагаются веточки. Так как у нас сам цветок состоит из большого количества маленьких шариков, а шарики у нас имеют тень снизу, поэтому мы вот таким коричневым цветом делаем эту тень. Не особо прорисовывая, такими штрихами быстрыми. Нам этого и не надо, нам нужно, чтобы у нас воспринимался вся эта веточка в массе. Вот уже пририсовывается мимоза. Добавлю немножко в желтый, коричневый, зеленый, так как у нас сзади тоже бывает листва. И вот такими пятнышками она у нас издалека там выглядывает. Я нарисую проглядывающую листву. Где-то у меня будет цвет понасыщеннее. Вот здесь я нарисую стебель, на котором крепится вся эта веточка. Он у нас будет потолще и более ярко выраженный, поэтому я его рисую. От него расходятся вот такие веточки, которые тоже покрупнее, а на них уже сидят более мелкие. Цвет я также делаю где-то более насыщенный, где-то я беру больше воды, чтобы у меня все это смотрелось неоднородно. Здесь я буду прорабатывать листву. Я беру зеленый и начинаю усиливать листву. Листва у мимозы похожа такая на папоротник или на еловую ветвь. Добавлю вот сюда немножко голубого, это у нас будет холодный цвет. Возьму теперь темно-зеленый и буду добавлять насыщенность листве. Вот такими штрихами буду прорабатывать листочки. Цвет у меня вливается в светло-зеленый и распределяется между собой по мокрому. Где-то я рисую прям по сухому,
Добавляю вот такие маленькие штрихи. Там, где у меня получается тень под цветами, я делаю более насыщенный темный цвет. Добавляю по мокрому прямо вот такими штришочками. Все это у меня красиво растекается. Вот так уже у меня получается красиво. Жирненько, акварельно. Добавлю еще вот здесь такими штрихами. Вот, в принципе, у меня уже получился букет красивый весенний на фоне голубого неба. И сделаю вот здесь еще прямо насыщенные пятна, темные. Вот так у меня получилось. Теперь я дам всему этому просохнуть. Вот у меня высохло. Беру белую гуашь и доработаю уже до конца светлые участки. Там, где у нас попадает солнце, у нас желтый кажется практически белым. И чтобы у нас наша работа получалась более живая, мы белой гуашью добавим вот такие пятнышки. Такими хаотичными движениями в некоторых местах, там, где светлая краска, добавляем немножко света. Сразу у нас эти цветочки, которые мы выделяем белым, выходят на передний план. Не делаю их много, делаю их только поверху. Вот этого достаточно. Вот такая у меня весенняя получилась картина. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.